Добрый день, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. А сегодня пришло время продолжить наш разговор о физике и ее фундаментальной связи с психологией. И сегодня мы поговорим об энтропии. Вероятно, многие слышали это слово, оно сейчас модное, но, как и всегда, обо всем по порядку. И начнем с определения. Есть ряд определений этому понятию и явлению, я остановлюсь вот на этом. Энтропия – это процесс необратимого рассеивания энергии Вселенной, который начался сразу после Большого взрыва. И когда вся энергия, образовавшаяся в результате Большого взрыва, рассеется, Вселенная прекратит существование, потому что в ней прекратится всякое движение, а значит жизнь. Вещество прекратит двигаться, свет распространяться, галактики и планеты вращаться. Переходя к связи с психологией, аналогии появляются сами собой. Если принцип конечности применим и фундаментален для самого понятия «жизнь», включая пространство, время, свет, то очевидно, что на уровне всех человеческих процессов этот принцип тоже действует. И что это значит для людей? Как и всегда, прежде всего, это значит необходимость отказа от идеи негативного контроля, которые являются иллюзиями. О том, что это такое, мы говорили в видео о позитивном и негативном контроле. Ссылка на это видео должна сейчас появиться где-то в углу экрана. Энтропия указывает на неотвратимость изменений, на наличие динамики систем, организма как системы, отношений как системы и далее к более глобальным системам. Не бывает ничего застывшего, нет никакой конечной формы, нет самого понятия навсегда. И речь сейчас не о Вселенной или времени, а именно о каждом отдельном человеке, его организме, его чувствах, отношениях и движении. В видео о кулоновском барьере и когерентности мы говорили о том, насколько редки по-настоящему желанные события, насколько много должно совпасть, чтобы, например, возникла взаимная любовь. Но даже если нечто уникальное случилось, оно конечно. Одно дело понимать, что нет гарантий для воплощения желаемого, и совсем другое, следующий этап, признать, что это желаемое не навсегда. В этом еще одна ловушка негативного контроля – незнание или отрицание людьми принципов физики. Многие, может быть даже большинство, уверены, что уж если они встретили любовь, то это должно быть навсегда. Если карьера развивается успешно, то это навсегда. Если бизнес приносит доход, то так будет всегда. Но нет, не всегда. И сколько же бывает боли и разочарований, когда иллюзии «он навсегда» разбиваются о хаос реальности, когда приходит конечность. Однако длительность и интенсивность страданий можно снизить, а иногда и вовсе предотвратить, научившись воспринимать себя и мир не через иллюзии, а навсегда, а через контакт с реальностью. Энтропия говорит о том, что всякие циклы, составляющие суть любой системы, конечны. И движение к концу начинается сразу же после создания системы. Это естественный процесс, его не нужно бояться, его не нужно отрицать или пытаться избегать. Им нужно научиться пользоваться для развития, созидания и получения удовольствия. И вот на этой ноте я буду заканчивать и напомню, что под видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!